Всем привет, друзья! Меня зовут Виктор, а этот канал еще вчера назывался «Мое хобби моделизм». Но я наконец решился на перемены, так что добро пожаловать на Scale Hamster, что на русский язык можно перевести как «хомяк в масштабе». Я думаю, это отличный образ для моделиста и коллекционера. Смена имени и стиля на самом деле не была спонтанной, я уже довольно давно обдумывал этот шаг. Но как-то все не складывалось с подходящим названием. И вот, наконец, сейчас я подобрал то, что меня полностью устраивает. Такое название, которое, с одной стороны, было бы уникальным, с другой стороны, отражало направление канала и было бы неким таким образом, на почве которого можно было бы создать интересный логотип и фирменный стиль. Хомяк, я думаю, для этих целей отлично подойдет. Кроме того, мне еще было важно, чтобы название хорошо звучало на английском языке. Но, кстати, о переводе названия мы еще поговорим чуть дальше. Несмотря на смену имени и стиля, на канале все остается по-прежнему в плане тематики. Так что на этот счет можете не беспокоиться. Но надеюсь, что новый бренд принесет мне больше времени на любимое хобби. Ну а сейчас я хочу немного рассказать о том, как развивался мой проект. Все началось в 2014 году, а точнее в декабре 2014 года. Тогда я создал свою модельную группу ВКонтакте и начал постить туда свои работы с коллекцией, ну и какие-то свои находки. То есть хотелось иметь какой-то свой уголок, свой ресурс. Над названием я тогда особо не задумывался и выбрал имя, которое по сути лежало на поверхности. Мое хобби моделизм. Группа эта все еще существует, но я ее практически не поддерживаю. Так что приглашаю вас вступать в Facebook и Instagram. Ссылочки будут в описании под видео. Месяцев через 5, в апреле 2015 года, я был уже на YouTube с обзором вот этого замечательного набора от Ace. Вы сейчас можете посмотреть этот обзор на нынешнем канале. Снят он был еще на мою старую мыльницу, разрешение 640 на 480 пикселей. На сегодняшний день, конечно, звучит смешно, но тем не менее с такой камерой я уже набирал свою первую аудиторию. Ну, кстати, эволюция камер — это вообще отдельная тема, и если интересно, напишите в комментариях, и мы поговорим об этом в одном из следующих видео. Канал, на который я начал публиковать свои ролики, это был мой личный канал, то есть тот канал, который создается вместе с аккаунтом Google. Ну и какое-то время меня это устраивало. Собственно, этот канал был создан не в 2015 году, а гораздо раньше, еще в октябре 2011 года. Но на нем особо ничего не было, всего несколько моих самодельных клипов. Кстати, тоже можете их заценить по ссылочке в описании. По моему скромному мнению, получилось довольно сносно. Но вот с 2015 года канал начал наполняться роликами о моделизме и коллекционировании. Где-то через месяц после начала работы на канале я познакомился с Кириллом и обнаружил, что под именем «Мое хобби моделизм» уже довольно давно существует сайт и одноименная группа ВКонтакте. Но у нас с Кириллом никогда не было проблем насчет того, что наши названия совпадают. С того дня мы подружились и общаемся до сих пор. Кирилл с 2017 года также ведет канал на YouTube, и если вы еще с ним не знакомы, то рекомендую подписаться. Он также проводит на своем канале стримы, делает обзоры и ролики о сборке моделей. Но вернемся к тому, что происходило у меня на канале. На дворе ноябрь 2015 года, и я решил, что под моделизм нужно выделить отдельный ресурс. Дело в том, что на моем личном канале могли появляться ролики самой разной тематики, а я не хотел их смешивать с темой моделизма и коллекционирования. Ну, во-первых, это с логической точки зрения не совсем то, что нужно, а во-вторых, не очень хорошо для продвижения. То есть я хотел, чтобы все метаданные канала, ключевые слова, описания и прочее вращались вокруг одной тематики. Так что было решено делать отдельный канал. На тот момент на канале было чуть более 500 подписчиков,
не так уж и много, но с другой стороны и не так уж и мало. Тем не менее, я решился переезжать, пока зрителей не стало больше, и не жалею о своем решении. То есть я считаю, что для тематического канала должен быть выделен отдельный ресурс. В принципе, аудитория довольно быстро восстановилась, и уже очень скоро мой новый канал, который я назвал, естественно, «Мое хобби моделизм», уже по количеству подписчиков превышал прошлый. Примерно в момент создания нового канала меня посетила первый раз мысль о переименовании. К сожалению, названия, которые я тогда сочинял, у меня не сохранились. Помнится, был отдельный файл, где я тестировал разные шрифты, разные формулировки, но вот сейчас, когда готовил этот ролик, не смог его найти. То ли удалил, то ли где-то он все же лежит. Подобные попытки с переименованием предпринимались и в будущем, но, как вы видите, безуспешно. Только сейчас я наконец-то нашел подходящее для себя название. На момент создания нового канала моего собственного стиля как такового не существовало, и где-то через год я только озадачился этой мыслью. Начал сочинять какие-то обложки роликов, шапку канала, ну и прочие элементы. Следующее изменение стиля произошло примерно через год, то есть уже в 2017 году. Тогда появился знакомый вам шаблон, с левой стороны фотография, с правой стороны на синем фоне название ролика. И этот шаблон продержался вот до вчерашнего дня. На нем менялись шрифты, менялась подложка, менялись какие-то мелкие детали, но в целом шаблон оставался прежним. Единственное, что в декабре прошлого года я значительно его изменил шрифты, изменил графику и сделал вместо логотипа канала стилизованное название. До этого я использовал силуэт клея Revel, а еще раньше просто найденное изображение в интернете. Все эти варианты по разным причинам меня не устраивали. Кстати, вот логотип, образ канала – это вот еще одна причина, почему я все-таки решился на переименование. Хотелось бы, чтобы название ассоциировалось с каким-то образом, и этот образ можно было воплотить в виде логотипа. В начале ролика я упомянул о переводах названия, и сейчас хотелось бы к этому вопросу еще раз вернуться. Собственно, название «Мое хобби моделизм» я никогда не переводил на английский. Сейчас не могу сказать, то ли я не дошел до этого решения, то ли перевод мне показался неблагозвучным, но как бы там ни было, я его нигде не использовал. Даже в адресах страниц соцсетей я использовал фразу «хобби-модел», то есть такой вот сокращенный вариант. Ну а вообще, если перевести «Мое хобби моделизм» на английский, то мы получаем фразу «My hobby is modeling». Если отбросить оттуда все лишнее, то выходит хобби-моделинг. И выходит, что это название канала Вадима, который появился на YouTube в 2018 году. Когда мы познакомились с Вадимом, когда я познакомился с его каналом, то я для себя обнаружил, что хобби-моделинг звучит очень даже здорово. И, наверное, если бы я внимательнее присмотрелся к этому названию ранее, то, скорее всего, я бы из «Мое хобби-моделизм» переименовался в «Хобби-моделинг». Ну, конечно, делать сейчас такой перевод это было бы крайне нагло и бестактно. Как бы там ни было, перевод названия не решал вопрос с образом канала. Ссылку на канал Вадима я также оставляю в описании под видео. И если вы еще на него не подписаны, то рекомендую исправить это недоразумение. Вадим очень интересно и подробно показывает сборки своих моделей. С удовольствием слежу за его стройками. Кстати, вот одна из текущих – это европейский трамвай от Мини-Арт. Но мне эта тема особенно интересна. Несмотря на то, что модельный хомяк – это такая сущность, известная, наверное, каждому моделисту, но я не обнаружил ни одного ресурса, который был бы назван таким образом. И это довольно-таки странно, но с другой стороны это большой плюс, мое название будет уникально. То есть в этот раз я провел работу, так сказать, предварительную, попытался найти группы, страницы, каналы с таким названием, и ничего не удалось обнаружить. Единственный хамстер, который я смог вспомнить, который смог найти,
Это хэштег, который использует Кирилл Кузин в своих работах. Но у него это звучит как Lambo Hamster. Кстати, если вы с ним еще не знакомы, то рекомендую подписаться. Он ведет свои странички на Фейсбуке и в Инстаграм и собирает модели Lamborghini в 24 масштабе. Ну что ж, друзья, вот такая вот история, вот такой путь проделал мой проект за все эти годы. Я благодарен вам за вашу поддержку и активность. Ну а впереди у нас еще много интересного. Этот же ролик я буду заканчивать. Ну а если у вас есть какие-то интересные истории о становлении своего проекта, своего стиля, напишите об этом в комментарии. А если есть возможность, то сделайте ролик на своем канале. Мне будет очень интересно посмотреть. Да, я думаю, и не только мне. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Ставьте лайки глядя. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. И не забывайте оставлять комментарии и заглядывать в описание под видео. Всем пока, друзья, и до новых встреч!